Знаете, понятно, цветы, природа, воздух, птички, все классно. Но в таком месте я уверен, что ты станешь каким-то старым занудой, таким стариком-дедом рано или поздно. Где тебе постоянно есть что делать. Ты начнешь не любить всех, кто не работает. И будешь всем объяснять, какой ты молодец, какой ты хозяйственник. На самом деле, наверное, ни хрена не в этом счастье. Всем здравствуйте. Как вам штаны нашел такие для врачей здесь? Классные. Странно, комаров нету. Итак, день заканчивается, вечереет. Работа моя заканчивается. Сегодня я вам покажу последний этап работы, который я хочу быстро закончить и уже убежать с этого дома. Кто-то мне действительно правильно написал, что говорит: Андрей, уходи, этот дом с тебя высасывает энергию. И вы знаете, я начинаю действительно это чувствовать. Вообще какие-то странные состояния получаются. То я кайфую от этого рая. Я уже, по-моему, 4-й день здесь, я что-то закайфовался. И вот этот бесконечный объем работы, и если раньше в начале это все была цель, заработок какой-то, то сейчас уже, знаете, последние вздохи на каких-то там копейках, интерес все просто упал, и у меня последняя цель просто убежать отсюда. И если когда-нибудь приезжать, то просто отдохнуть. То есть я не хочу приезжать сюда и опять думать о работе. Настолько она меня вымотала, действительно, эта вилла, вот этим количеством работ и количеством даже не работ, а реставраций. Это нельзя сказать, что я построил дом или отремонтировал дом. Я его просто оживил, оставив в том состоянии, в котором он был. Это было непросто. В общем, настроение странное такое. Нельзя долго зацикливаться на таких работах. Она должна была закончиться вообще еще полгода назад. Если бы это все так оперативно, бригадой, ну, скажу вам, что я бы заработал меньше, и те же самые деньги, которые я здесь дорабатывал, мне пришлось бы где-то в другом месте зарабатывать. Ну, в общем, смотрите, что я там сегодня наделал. Постараюсь там подробно показать. Вроде ерунда, но многим из вас нравится. Такое хорошее настроение было. Вон комментарий мне сегодня написали, вот буквально полчаса назад. Полгода вас не смотрела, сейчас зашла, как лежал мусор, так и лежит. А вы все болтаете. Я что, меня сюда вызвали мусор убирать или что? В этом доме я огромное количество времени потратил на эту уборку, на сжигание, на вывоз этого мусора. И Валя, мне жена, уже много помогала. Вообще здесь должен был быть человек, который вот только занимался бы, скажем, такими работами. И мне не хочется, чтобы моя жизнь превращалась в какой-то ад с этой работой, и тем более с этим мусором. Поэтому я иногда просто пытаюсь даже найти удовольствие от сжигания этого мусора. Согласитесь, прикольно. В прошлом ролике я показал, как я отремонтировал последний проблемный кусок в этом доме с плесенью непонятной. Еще раз напомню, что все эти проблемы были с этой стеной изначально. Это самая проблемная стена была. Я немного устал объяснять всем, что в этом доме нормально сделана гидроизоляция.
просто жители все запустили очень сильно, и заливы, и проблемы были не столько снизу, сколько вот с этих мест. И да, в этих проблемных местах я уже зашпаклевал известковой шпаклевкой, то есть здесь гипса нету. Но изначально все было зашпаклевано гипсом. Здесь вообще стояла у них летняя такая душевая кабинка. Все здесь было разрушено, здесь была плитка, все за плитку затекало, все шло туда, понимаете? Годами просто была пропитана стена этой сыростью. Здесь должен быть кусок типа мрамора, соя называется. Здесь должен быть сгочаторы, что вода должна правильно стекать. Вот эту плитку налепили, она только ухудшает. Нельзя здесь такие плитки ставить, но во всяком случае не так. Здесь трещина затекает. Само окно, нету слива у него, оно все затекало вовнутрь, шло внутрь стены. Вы понимаете, насколько оно серьезно здесь все было загажено? Это надо было все сломать, поставить новое окно. Я не знаю, может быть, наружу сюда, чтобы там был подоконник. Зачем этот подоконник здесь? Для сбора воды? Вот скажите мне. Теоретически, когда оно так делается, то здесь должна быть серанда, вот это вот, что открываются решетки. Но ее здесь нету. А поставить ее одну такую, вы думаете, она стоит дешево? Нет, чтобы новую заказать, она будет стоить денег. И все, что я по минимуму придумал, это этот козырек. И так это все останется. Ну, хотя бы теперь вода туда не затекает. Это уже какой-то результат. Но теперь этой стене надо дать высохнуть опять. Я думал, в том году она высохнет. Ну, я что, хожу, я вижу вот эти все мелочи. В общем, такая вот беда была. Плюс здесь что получилось? Здесь был фонарь. Здесь была дырка. И я как-то оставил, думаю, мало ли, оставил курагат там. Может, захочет свет сделать. Когда я покрасил эту стену, а оно же все течет по ней, и оно затекало в эту дырку и текло внутрь стены, там, где сейчас у меня на кухне вот эта вот сырость и проблема. Именно в том месте, где кран. Вроде бы думаешь, труба течет. Нет, она не труба текла, она именно вот в этом месте, потому что я разбивал, все смотрел. И эта плесень выходит не только с той стороны, она еще и выходит с этой стороны. И там мебель не дает сохнуть нормально, поэтому приходится ремонтировать и там, и тут тоже. Ну, все. Посмотрим, будут ли еще пятна. Так, блин, скоро обед. Скоро обед. Надо что-то по быстрячку заварганить. Какие-то тут вкусности. Вот такие. Всякие разные. Тюлень. Еще непонятно что. Масло. С перцем, наверное. Еще что-то тут. Волшебные специи китайские. Такое. Все это заливаем быренько кипяточком. А что это за штука вот такая? Блин, все маленькое. Да ладно, хрен с ним. Вот эта кухня меня ждет. Блин, как же ее начать-то? Начать и закончить по-быстрому. Залетела огромная оса, прямо как с полмизинца, а то и больше. Я ее называю с Мичуринского сада. Ё-моё, блин. Охренеть. Какая ты огромная. Ты чё, тварь? А? Тебе плохо?
Напомню, что Света ужасно боится этих ос, а такого размера она, наверное, в обморок упадет. Она говорит, ты мне не открывай там окна, чтобы они туда не залетали. И приедет, все закроет сетками. А как мне проветривать надо? В общем, тупик с этим. Оса эта летала между стеклами, а там, видимо, она не могла вылететь, и от той жары просто она крякнула. Ну, а так как я вам рассказывал, в детстве я занимался такой ерундой и вот не выдержал. У меня было 4 коробки всяких жуков, всяких таких тварей. Ну, вот посидел, поигрался. Ну, вот некогда мне работать, понимаете? Некогда. Это умерла сама. Я их раньше умертвлял с эфиром. У меня была такая баночка с эфиром. И если я находил жука, я бросал туда, он засыпал. Теперь эта пчела, оса, не знаю, кто она, стоит у меня на столе, я аж шугаюсь от нее. Привет, Свет, купил сегодня этот замок. Что-то стоял, думал в Лерой Мерлене. Блин, я купил чуть не тот, надо его будет поменять, блин. Я замерил высоту, ширину. Я не знаю, как она была, я, видимо, срезал. Поэтому, короче, какую-то надо что-то внутрь будет вставлять туда, наверное. И вот это расстояние важно, знаешь. От края до центра этого должно быть чуть-чуть шире. Они есть широкие. Тоже надо поменять, потому что короче кемер. С замком этим была целая эпопея тоже. Полгода назад он у меня просто сломался, я не смог зайти внутрь. Надо было его рассверлить, сломать, потом вытащить. И все это была такая огромная проблема. Купил один, ошибся в размерах, купил другой, вроде бы нормально. Теперь это все как-то надо было вставить туда. Сегодня я тоже покажу немного подробно и объясню, почему я иногда показываю какие-то мелочи подробно. Вот мне прислал комментарий буквально сегодня утром. В прошлом ролике я показывал, как устанавливать крышку унитаза, и тоже довольно дотошно. Вот смотрите, что он мне прислал. Андрей, можете смеяться, но ваш ролик явился для меня мотивационной чертой. Включил уже посреди ночи, посмотрел 5 минут, а дальше подорвался и пошел варганить крышку унитаза. Там кольцо гуляло как хотело. И это именно я ждал от вашего варианта решения проблемы на вилле. В одни мозги хорошо, а чей-то опыт никогда не помешает. А я еще и перфекционист, мне надо, чтобы идеально. Потрахался часа 2, может больше, но победил. Сам про себя думаю, сколько заказов сделал, а до своего руки не доходили. Если бы не этот ролик, пожалуй, дальше бы все откладывал. Это же не критично, можно длиной в жизнь. Так что теперь у вас есть подписчик и с вполне четкой мотивационной направленностью от ролика. Может и шутка, но, конечно, но факт есть факт. Когда бы еще подорвался. Не спал всю ночь, но благодаря тебе, дорогой, таки все сделал. Именно поэтому я приглашаю вас на свой канал и напоминаю о подписках, лайках, поддержках, так как я стараюсь для вас, и для вас не проблема тоже как бы поддержать меня и помочь другим, ну вот как в этом варианте. С деревянной дверью было бы все проще, но так как я пока вынимал старый замок, все распилил там, теперь там пустота. И как этот вставить новый замок, я понятия не имею. Я бы его бросил и не делал бы, но это входная дверь, и я должен что-то сделать. Херня работала. Весь этот центр. Но. Итак, я долго мучился, и вот что я соорудил такое. Поигрался, не хотел я это все снимать. Сейчас покажу, что это будет. Такая вот конструкция. Теперь мы это должны вставить вот сюда. Она закрепится, видите, сюда и сюда, потому что она у меня это короче сейчас была. А дальше уже все по ходу. То есть закрепить, в принципе, уже можно. Или вместе с замком. Посмотрим.
Вообще напомню, я всегда работаю с музыкой, но эту музыку я не всегда могу вставлять в ролики. Maybe it's only a feeling and not what you say. It makes it hard to believe in why I lose my head. I just want the company of anyone. That's why I'm sleeping with a TV on. Guess we're caught in the moment, like lovers do. Will you breathe with the light on? You want it to. Just want the company of anyone. That's why I'm sleeping with the TV on. Окей. А. Так, это низ. Это низ. Это сюда. Ну все, вроде она нормально. Идем дальше. Так, сначала засовываем это. Так вот оно должно быть. Ключ. Окей. Так. Засовываем сюда. В конце ролика будет прикол с этим замком, так что посмотрите до конца. Так. Теперь. Но опять же повторяю, я хочу, чтобы вы видели весь гемор, и то я половину вырезал, чтобы вы понимали, сколько должен стоить установка такого замка. И кто вам придет это делать, я даже не представляю. Я вам скажу, что я даже вообще почти ничего не взял за этот замок. Стоп, идем. И 90% людей, кого бы вы ни позвали, они бы отказались. Потому что сумму, которую он вам назовет, вы не заплатите, а за 20 евро никто это делать не будет. Вот так. Причем напомню, я ошибся немного с размерами, купил один замок, потом поехал в Leroy Merlin, потерял время, чтобы поменять тот замок. И вот 2 раза только покупал его. И можно руками еще двигать. Дальше. Теперь я могу проверить, закрыть. Будет ли она закрываться. Ага, хрен там. Замечательно. Так. Тырень. Проверяем. Вот. Почему не захлопывается? Потому что почему? Потому что тут непонятно что. Какая-то резинка. Так. Даже ничего не вижу. Надо опять чуть нацарапать. Пипец. Ага, вот. Так. Надо вырезать немного здесь, наверное.
Так. Ну, как надо замерить. Эту рулетку. Края двери до начала этой. 2. Ну да, 2 до начала. А до конца меньше 3. И чтобы было 3, мне надо отхерачить еще эту полосочку. Так. Так, а высота? А высота? 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 Чего? Плюс-минус. Метр 2,5. Метр 6. Ой, метр 2,5, метр 6. Метр 2,5, окей. Метр 6. Вот сюда. Я тут не пилякал больше. Окей. Я иногда сам смотрю свои ролики и удивляюсь, где я нахожу это настроение и терпение на это все. Иди отсюда. Я в такие моменты, наверное, вхожу просто в какой-то транс. Я не думаю ни о чем, и у меня есть цель, я ее должен закончить. И просто работаю, наверное, с какой-то злостью, что ли. Все, товарищи. Нет, еще не все, еще ручку. Новая ручка стоила около 15 евро, я поставил старую. Блин, шуруп. Ну, такое, короче. А, еще и здесь, представляете, надо было подпилить, потому что этот кругляшок не заходил. Ну как? Жопа полная. Да ешь ты моешь. Блин, сплошные нервы. Сплошные нервы. Надо убраться. И как всегда я вам объясняю, со старья говно и получается на вид. Так, не люблю я умничать, знаете. Но у меня эта сковородка. Она, блин, все время пригорает. Мне яйца, все пригорает. И дома у меня... Ой, что я? Дома у меня часто тоже есть несколько сковородок, таких говняных. Я еще с детства помню, вроде и Валя объяснял, что надо прокалить солью, промазать потом маслом, и больше не пригорает. Но каждый раз, если опять сильно ее вымывать горячей водой, с детерсивами, то есть с этими, опять то же самое. Вот я себе здесь сам хозяин, я сейчас ее попробую и вам покажу, что получится. Я думаю, многие знают, ну, а кто-то, может, забыл, а кто-то вообще не знает. Короче, мое дело рассказать, а ваше дело как хотите. Так, вот оно уже. Вода выпарилась. Насыпаем соли. Кстати, еще одно. Если вы хотите очистить дом, прокаливаете соль и проходите с этой солью по всем углам, по всей хате. И все черти с дома уходят. Но Света, думаю, сама с чертями будет разбираться, когда приедет. Я с чертями дружу. Они что же имеют право быть, правильно? Надо их уважать. Ну, мы ж тут хозяева, скорее они. И в каждом из вас тоже сидит черт.
Так, ну, наверное, этот процесс не очень интересный. А принцип, знаете какой? Соль вытягивает из пор металла влагу, забирает на себя, выпаривает воздух. Ну, как-то так. А потом вот эти поры, которые находятся внутри металла, надо залить маслом, чтобы они туда зашли, и тогда они не будут пригорать ничего. Сейчас проверим, что. Ну, для чертей надо дольше, а для того, чтобы высушить сковородку, наверное, достаточно. А, тоже от чертей надо потом в унитаз сливать это все или в канализацию. Ну, одно и то же. Ветроган, мой козырек стоит. Так, идем быстро высыпаем. Черти, все нафиг, всем боятся. Всем на улицу. Фур, 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 фур. Все черти на улицу. Так, куда бы это? Куда бы это? Ну, у нас же простор для этого. Пивень! Так, пошли дальше. Надо налить масло. У меня тут капец, да? Я знаю, я знаю. А кто же мне поможет? Ни один не приедет, не поможет. Оливковая. Ладно, оливковая. День. Так, теперь оно все. Здесь, наверное, достаточно, не? Так. Блин, у меня друшлака нету. Беда, блин. Может, у Света есть? Чего у нее там? Блин. Эта муфа была или она появилась? Я никогда не открывал этот шкафчик. Может, и появилась. Фу, блин, воняет. Надо пооткрывать все, блин, муха. Как минимум этот надо открыть. Блин. Здесь ничего. А там не знаю. Блин, можно ж голову себе разбить. Так, что у меня там? Сосиски какие-то. Домашние, сам делал. Кто не смотрел. А вот яйцо проверим. Что у нас в холодильнике? В холодильнике у нас тут, ну так, по-холостяцки все. Одно яйцо мне хватит. А, надо сыр в этот. Сыр и масло. Для лапши. Итак, самый важный процесс. Пригорит ли яйцо? Тудунь. Опачки, видали? Ха-ха. Вчера я их отдирал вот так вот от сковородки. Все работает. Я вас спас от мучений. Вы даже не представляете, когда он все прогорает, вот это шкрябает. Так, иду дальше готовить, потом покажу, что я наготовил. Ну, для холостяка ничего так получилось. У меня еще помидоры, огурец. Все, мой обед по-холостяцки. Это не вино, это чай. Но! Не верите в чертей? Вы сейчас охренеете. Вы же видели, я выкинул соль. Вы же видели, как я ее выкинул? Я вчера сделал замок. Сегодня утром выезжал, закрывал. Видео в свете снимал. То есть замок работал. Сейчас он, сука, не закрывается. И скажите, что чертей не бывает. Какого хрена, блин? Есть объяснение у кого-то. Вчера целый день закрывал, игрался. Думаю, как классно. С одного тычка, чик, блин, закрылось. Сейчас что? Ничего нету. Если вы думаете, что что-то мешает, кто-то чего-то, ничего нету. Все как было. Не закрывается, я понимаю.
Ну, вчера-то закрывалась. Так что я останусь при своем мнении, а вы как хотите. Черти. Так, ну ладно, черти чертями. На самом деле у меня дырки там я делал, и они стали немного раздолбанные. И эта планочка чуть-чуть ушла вперед. Но это я не знаю, почему ушла в сторону. Короче, я ее подточил, вот эту ее придавил. А что делать, блин? Извините, я ничего не могу придумать. Мне главное, чтобы оно работало. Все. Блин, срач, я вам говорю, у меня времени на все не хватает. Вот я закончу работу. Что делаешь работу, надо убираться после работы. Делаешь еду, надо убираться после еды. Я это все разделяю на какие-то этапы. Вот вечером там займусь, может, кухней уберу все. А пока я просто голодный, хочу есть. А еще ролик надо снять. У меня здесь нету Wi-Fi. Только вот интернет в телефоне. Видите, я хотел закрыть, не закрывается. Не то, что вам шучу. А еще и кошки, когда слышат запах этих сосисок, они прибегают. Чай этот классный. Просто обожаю. Именно персиковый. Рекомендую. О, сейчас скажут реклама. Не реклама, просто он вкусный. Иногда, когда жара холодная, я могу бутылку за день выпить. При том, что в нормальной воды я особо пить почему-то не могу. Всем, кто говорит, что я худой, я ем. Ну, может, не всегда там много, бо я не люблю много есть. Если я много поем, я не могу работать. Мне полежать. В принципе, никто не запрещает мне здесь полежать. Но у меня вообще вот держится так где-то 60-62 килограмма. Если у меня начинает появляться 63, у меня пропадает аппетит. Все. Я не могу есть, мне организм говорит: о, хватит. У меня сала нету, вообще нету сала, и оно не растет. Что я делаю? А зачем мне сало? Покажу, видите, я крючок сегодня повесил. Но показалось мне, что ни одного крючка. Крючок мой, нашел у себя где-то в ящике, прикрепил. 90% людей, знаете, что скажут? О, классно, спасибо.